17 июля 1997 года знаменитый дизайнер Джанни Версачи возвращался со своей обычной прогулки за журналами. Ему было 50 лет. У него есть все, о чем можно мечтать. Деньги, популярность, дружба со Стингом и Мадонной. Его яркая и пышная одежда взорвала мир моды. Версачи вполне заслуженно почивал на лаврах и собирался делать это до глубокой старости. В 8:40 он подошел к порогу своего дома в Майами и упал в темноту. Потому что в этот самый момент ему в затылок ударила пуля. Она прошла насквозь, попала в чугунные ворота и разлетелась на мелкие осколки. Один осколок попал точно в глаз сидящему рядом голубю и тоже убил его на месте. Убийца всадил 2 пули в голову Версачи практически в упор. Модельер рухнул на ступеньки, под ним растеклась огромная лужа крови, а убийца спокойно опустил пистолет и ушел с места преступления. Ну, не совсем спокойно. Один из свидетелей попытался его поймать, но не смог. Что неудивительно, гнаться за чуваком с пистолетом, знаете, звучит не очень безопасно. Так внезапно закончилась жизнь первой поп-звезды из мира высокой моды. Но моя история сегодня не про него, потому что если рассказывать про смерть Версачи с точки зрения Версачи, то рассказ получится очень коротким. Из серии «Споткнулся, упал, очнулся, гипс». Ведь у него по сути не было конфликта с убийцей, он его практически не знал. А вот у убийцы с ним конфликт, оказывается, был, как и еще много с кем. Этого человека звали Эндрю Кьюненен, и был он невероятно эпичным персонажем. Не, реально, чел вылез будто из тупой карикатурной комедии. Из тупой карикатурной комедии про геев. Так что, несмотря на то, что ролик у меня называется «Убийство Версачи», говорить я буду в основном о Кьюненене, потому что у него была не жизнь, а цирк с конями на протяжении 27 лет, во время которой придурковатый милый мальчик, мечтавший о тихом домике у моря, превратился в спятившего на всю голову маньяка-убийцу, на которого велась крупнейшая полицейская охота. Если что, Эндрю убил не только Версачи, модельер всего лишь стал его последней жертвой. И я хочу проследить, как прошло это превращение. Эндрю Кьюненен не оставил после себя никакой записки, которая могла бы хоть как-то объяснить его поведение. Он убил почти всех, с кем общался последние 3 месяца жизни. Так что о причинах многих его действий мы можем только догадываться. Версии можно предлагать самые разные. Любая из них может оказаться правдивой. Наверняка мы никогда не узнаем, но это не повод не попытаться. Итак, начнем как обычно с базы. Эндрю родился в 1969 году в самой обычной традиционной полуиммигрантской семье. Его мать переехала из Италии, если точнее, то с Сицилии, и любила иногда рассказывать байки, что ее семья работала с мафией. Отец офицер военно-морского флота США, ветеран войны во Вьетнаме. Эндрю был 4-м и самым младшим ребенком в семье. Всегда в центре внимания. Любимый сынок родителей. Любимый братик братьев и сестер. Его называли «маленький принц». Родственники всерьез считали Эндрю вундеркиндом. Якобы к 7 годам он прочитал Библию от корки до корки и наизусть знал целые статьи из энциклопедии. Но несмотря на то, что Эндрю все любили, атмосферу в семье трудно было назвать здоровой. Родители постоянно ругались из-за денег. Отец после увольнения из армии работал на нескольких работах, а мать просто хотела очень много тратить и ничего не делать. Для нормальной работы у нее была, скажем так, слишком турбулентная психика. Казалось бы, типичная история, но у нее был неожиданный разворот. Отец не собирался всю жизнь просиживать в роли простого работяги. Его манил успешный успех, и оказалось, что у него для этого есть все данные. Он выучился на брокера и пошел работать в инвестиционный банк. И внезапно стал зарабатывать просто в разы больше, чем раньше. Семья переехала в хороший район. Своего любимого Эндрю отец отправил учиться в дорогую частную школу. Его одноклассник потом вспоминал: главное впечатление, оставшееся у меня от Эндрю в те годы, это его полная уверенность, что впереди его ждет только хорошее. Он будто знал наверняка, что извернется и станет лучше всех сверстников и вообще всех окружающих обойдет. Это чувство собственного превосходства как раз и было определяющей чертой его характера. Именно благодаря отцу, замороченному на внешнем финансовом успехе, Эндрю с раннего детства привык одеваться в стильную дорогую одежду.
надежду. А еще усвоил правило. Главное в жизни производить на людей впечатление. Если ты внушишь всем, что ты богатый, то богатство придет к тебе само. Звучит как банальный инфо-цыганский бред, но в то время такая логика была своего рода ноу-хау. И Эндрю поверил в нее даже как-то слишком сильно. В смысле, даже тупые продавцы воздуха и разводилы из Инстаграма понимают, что такой подход всего лишь ширма, чтобы пустить пыль в глаза и получить деньги с доверчивой аудитории. А вот Эндрю посчитал, что это не ширма, а прям настоящая жизнь. Единственный рабочий подход в хищном мире капитализма. Так что он с самого детства вел себя как инфо-цыган всегда, со всеми и в любой ситуации. По факту, на фоне богатых одноклассников, его семья считалась бы бедной, если бы одноклассники про нее знали. Они не знали, потому что Эндрю им нагло врал на протяжении всей учебы, что у его родителей огромное состояние, гигантский особняк, полный фарш и чуть ли не золотой унитаз. Но домой к себе ни разу никого не пригласил. Ну и характер у него для этой роли оказался вполне подходящим. Эндрю нравилось быть в центре внимания. Это будто бы стало его единственной целью. В смысле, он никогда не ставил перед собой конкретных планов, типа «хочу быть президентом», «хочу стать кинозвездой» или «заработать миллиард». Нет, даже знакомым он говорил, что просто хочет запоминаться. И это у него удавалось. На одном из школьных мероприятий проводили голосование, кого из учеников они точно не забудут. И Эндрю победил с большим отрывом. В старших классах он сделал камин-аут и открыто назвал себя гомосексуалистом. Да, я знаю, что с точки зрения терминологии сейчас правильно говорить гомосексуалом, но в начале 80-х в Америке до таких тонкостей никому не было дела. Важнее не термин, а то, что одноклассники спокойно приняли эту информацию и не стали заниматься буллингом. Ведь Эндрю и так выделялся своим экстравагантным поведением, так что его камин-аут никого особо не удивил. В 2 последних классах Эндрю познакомился с алкоголем и наркотиками. И они ему очень понравились, особенно наркотики. А еще лучше все вместе и на гей-пати, что прям полный анал карнавала. И это шутка только отчасти, потому что к моменту окончания школы Эндрю уже стал знаменитым участником гей-тусовки Сан-Диего. А вот родителям в гомосексуализме он так и не признался. Мать к этому моменту сильно поехала на теме религии, стала ревностной католичкой, и говорить с ней на такие темы было опасно. А отцу Эндрю, может быть, и сказал, но тот неожиданно испарился. Оказалось, что последние годы его финансовый успех строился на том, что он присваивал деньги клиентам. 19 октября 1987 года в США случился черный понедельник, резкий обвал на бирже. Люди массово кинулись проверять, в порядке ли их вклады. Папа Эндрю быстро сообразил, что это для него может плохо кончиться. В наглую украл всю выручку компании с последней сделки, продал стильный Альфа-Ромео, 2 дома и свалил в закат на родные Филиппины, бросив семью на произвол судьбы. Старшие дети были вынуждены бросить колледж. Планы Эндрю о поступлении в универ тоже пошли прахом. Казалось бы, наглядный пример, что может случиться с жизнью, если следовать советам бати-мудака, что, может, надо реально все-таки что-то уметь делать, а не просто всем врать о своем успехе. Но нет, ведь если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения отца, то ведь у него-то все в порядке. Нахапал кучу чужих денег и спокойно себе уехал в другую страну без всяких последствий. Значит, схема рабочая. Тем более, что Эндрю сумел избежать повторного падения в бедность. Из достаточно дорогой квартиры он переехал не в барак, а в шикарный дом. Его позвала к себе жить школьная подруга. Она готовилась к свадьбе, и ей нужен был кто-то, чтобы помогать с делами и развлекать. И друг гей – отличный вариант. Тем более Эндрю умел производить хорошее впечатление. Он был начитан и мог поддержать разговор на любую тему. Так Эндрю, пусть и ненадолго, сразу после школы, зажил именно такой жизнью, о которой мечтал. В школьной анкете на вопрос, какой он видит свою идеальную взрослую жизнь, он ответил: в небольшом домике у моря. Но это была всего лишь одна его личность. Милый, начитанный паренек, этого мало для яркого успеха. Поэтому в ночных шумных гей-клубах его никто не знал под настоящей фамилией. Там его звали Эндрю де Сильва, граф Ашкенази. Вот его психологический портрет, составленный психологом Элизабет Олгсби, которая в то время жила неподалеку и часто с ним общалась. Весь его внутренний конфликт упирается в вопрос: кто я? Ему так и не представилось возможности сформировать в себе связанное эго. Отсюда и полная зацикленность на имидже. Как я выгляжу, за кого меня
принимают. Эндрю двигали боязнь унижения и желание ни в чем не походить на родителей. Ему казалось, что стоит ему только кого-то сыграть, как он тем самым и становится. Не думаю, что он хоть краем сознания понимал, что с ним что-то глубоко не так. Я бы диагностировала его личность как пребывающую в пограничном состоянии с регулярными погружениями в психоз и последующими выходами из него. Чувство реальности как фундамент он явно утратил. Не понимал некоторых основополагающих вещей, что нужно по-настоящему учиться или работать, если хочешь чего-то добиться в этом мире. Как раз Эндрю заявил, что принадлежит к поколению одержимых двумя вещами – деньгами и смертью. В это счастливое время и состоялась его встреча с Джанни Версаче. Я специально не говорю, что они познакомились, потому что встреча еще не означает знакомство. Семья Версаче, например, до сих пор утверждают, что никакого Эндрю Кьюненена модельер никогда не знал, несмотря на то, что у их встречи были свидетели. Если кто-то вдруг не знал, то Версаче тоже был открытым гомосексуалом и культовой фигурой в гей-тусовке. В Калифорнию он приехал на премьеру нового сезона в оперном театре, а потом отправился развлечься в элитный клуб Колос, куда Эндрю со своим приятелем тоже каким-то образом пробрались. Этот приятель позднее рассказывал, что Версаче заметил Эндрю, подошел к нему и спросил: «По-моему, мы где-то встречались. Может быть, в Комо?» Здесь Версаче имел в виду свой особняк на озере Комо. Этот вопрос некоторые потом будут использовать как аргумент, что модельер еще до этой встречи знал Эндрю, хотя те, кто хорошо был знаком с Версаче, говорят, что это у него был такой отработанный прием для съема мальчиков. Вот как бы на такой подкат ответили 99% людей? Ну, наверное, нет, мистер, вы меня с кем-то путаете. Но Эндрю без зазрения совести сказал: «Все верно, спасибо, что вы меня помните, сеньор Версаче». Хотя он не то, что в его особняке в Италии не был, он даже за пределы Калифорнии никогда не выезжал. Представляю, как Версаче охренел от такой наглости. Но, возможно, она ему даже понравилась. Давайте я специально здесь остановлюсь и подчеркну, что это был всего лишь разовый эпизод. Нет никакой информации, что отношения Версаче и Кьюненена хоть как-то продолжались после этого разговора в баре. Об этом я чуть позже еще раз поговорю, а сейчас просто зафиксировали и едем дальше. В этот период Эндрю, по сути, жил за чужой счет, в доме подруги и ее жениха. Но это не могло продолжаться вечно. После свадьбы семейная пара уехала, а Эндрю был вынужден вернуться в простую квартиру своей мамы и устроиться на обычную работу, каким-то помощником аптекаря. Жили они бедно. Золотой мальчик вундеркинд ездил на стареньком Форде, но это было всего лишь внешняя оболочка. Вечерами он преображался. Нищеброд Эндрю Кьюненен оставлял позорный Форд за несколько кварталов от гей-клуба, а внутрь входил уже Эндрю де Сильва, выпускник Ельского университета, гуляка на широкую ногу и наследник сказочных сокровищ, сети автостоянок и фирменных автосалонов, обширных сахарных плантаций на Филиппинах и элитной недвижимости в Нью-Йорке и даже оптового склада магазина матрасов. Но неужели никто не мог раскусить такой примитивный обман? Конечно, могли, но гей-тусовка начала 90-х была таким местом, где многие о себе врали. Взгляды были еще весьма суровые, поэтому люди предпочитали скрывать свои настоящие имена и настоящий род занятий. А так как на тусы все съезжались, чтобы повеселиться и потрахаться, никого это вранье особо не смущало. Никто не пытался выяснить твою реальную личность. Среди геев так было не принято. Назвался шейхом или миллионером, ну, значит, ты шейх и миллионер. Чё такого? Как это повлияло на Эндрю? В любом другом обществе, скорее всего, он быстро понял бы, что его фальшивый образ никого не обманывает. Но здесь он просто еще раз утвердился в своих взглядах, что прикинуться успешным – это то же самое, что и быть успешным на самом деле. А еще тут на Эндрю вдруг обрушилась первая большая любовь. Любовь звали Джейв Тейт. И был он мечтой любого гея. Выпускник военно-морской академии, пилот самолета, меткий снайпер и яхтсмен. Сначала Джефф был морпехом, потом плавал на авианосце, а затем осознал себя геем и начал проводить в этом направлении некоторые, скажем так, исследования, которые в конце концов привели его в объятия Эндрю Кьюненена. А может и не было никаких объятий. У этих двоих была странная связь. Многие знакомые считали, что до секса у них ни разу не доходило. Вот как описывал эти отношения их общий друг.
Странные какие-то узы их связывали. Эндрю снимал мальчиков для Джеффа. Странновато это все как-то смотрелось. Мое мнение таково, что все это было из-за того, что Эндрю в Джеффа влюбился до безумия. Однако эта связь оказалась взаимовыгодна. Джефф бурно развивался в гомосексуализме, если это можно так назвать. А Эндрю через него познакомился с другими офицерами-геями, которых в американском флоте внезапно оказалось не так и мало. Целые корабли с гачи-мужиками, которые были в восторге от Эндрю и от тех мальчиков, с которыми он их знакомил. Угар продолжился летом 1993 года, когда в Сан-Диего бурно праздновали неделю в защиту прав секс-меньшинств. Эндрю так лихо отмечал, что подсел на метамфетамин, а потом стал этим наркотиком и торговать. И у него впервые появились собственные деньги. В наркобизнесе Эндрю быстро развернулся. Он не только продавал кристаллы веселым морякам, но и наладил его поставки на Средний Запад. Оказалось, что гей-сводничество и наркоторговля сочетаются идеально. Эндрю смело брал и заказы как курьер, и возил по стране крупные партии прямо в сумке. К этому моменту яркий шумный парень был прям очень хорошо известен в своих кругах. Путешествовал он обычно в свите гей-порно звезд и элитных мальчиков по вызову. А это в свою очередь означало свободный доступ в мир пожилых, богатых геев. А вот еще цитаты из воспоминаний приятеля Эндрю. В мире геев нужно быть очень красивым или очень богатым, чтобы о тебе говорили или куда-то приглашали. Умение окружить себя одновременно красавчиками и богачами было уникальной способностью Эндрю. Он был профи. Большинство не умеет тянуть веревочку за оба конца. Либо тусуются с молодыми и красивыми, либо отрабатывают пожилых и богатых, дистанцируясь от молодых и красивых, поскольку видят в них соперников. Эндрю Кьюненен, несмотря на эпатажность, точно не был дураком. Он понимал, что его образ жизни ни к чему хорошему не приведет. Нужно думать о будущем. Но это не значило найти нормальную работу. Он решил заарканить себе богатого папика. Эндрю часами просиживал в самых дорогих ресторанах. Случайным знакомым он представлялся как сын португальской еврейки и филиппинца, и бывший муж еврейской принцессы, от которой у него есть дочка, а еще обожает кататься на бабушкином Роллс-Ройсе, 2 года отслужил в израильской армии, но богачи-родители вышвырнули его на улицу, как только узнали, что он гей. Поэтому он хоть и миллионер, но прямо сейчас у него нет денег. Это была продуманная легенда. Она как бы ставила Эндрю вровень с богачами из его нового круга общения. Будучи не глупым, очень начитанным и общительным человеком, Эндрю быстро оброс нужными знакомствами и получил доступ в эксклюзивное общество геев Гамма Мю, которое в шутку называли голубой мафией. Это были самые богатые и влиятельные геи Америки. На этих встречах Эндрю познакомился с 58-летним миллионером и обладателем Оскара в номинации за научно-техническое достижение в кино. Сначала они вместе путешествовали. Эндрю брал на себя всю организационную и культурную часть поездки, а потом он просто переехал к новому другу и занялся обстановкой его особняка. При этом свои странные отношения с офицером Джеффом Эндрю тоже не прерывал. Они пересекались на встречах общества по борьбе со СПИДом. В работе общества Эндрю действительно участвовал, но чаще всего оно служило поводом уйти от миллионера налево. Помимо встреч с Джеффом, он продолжал посещать и дорогие рестораны, куда приглашал толпы красивых мальчиков и за которых всегда платил самостоятельно. У Эндрю теперь было много денег. Его пожилой миллионер спонсировал все. И тут на него вдруг обрушилась вторая большая любовь. Он повстречал архитектора Дэвида Мэнсона. Шел конец 95-го года. Отношения Эндрю и Джеффа изменились. Прежде всего, перешел на новый уровень сам Джефф. Это был уже не тот офицер в белом кителе. Он уволился из флота и стал вести жизнь тусовочного гея. Теперь Эндрю не надо было поставлять Джеффу красивых мальчиков. Тот и сам мог найти себе сколько угодно. Теперь Эндрю помогал другу решать проблемы с деньгами. Он взял его в свой наркобизнес. Да, его Эндрю тоже не забрасывал. Даже став содержанкой и имея достаточное количество денег. У этих двоих в их лучшие-то времена секса не было, а теперь романтики вообще поубавилось. Началась деловая криминальная рутина. Так вот, где-то тут на горизонт появился архитектор Дэвид Мэнсон. Эндрю увидел его как-то за стройкой ресторана, угостил бокалом вина, и все завертелось.
Эндрю, как обычно, сразу принялся врать. Он не оставил Дэвиду телефон, только абонентский ящик для писем. Объяснялось это просто. Якобы его семья столь богата, что опасается похищений, поэтому общаться может только с большими предосторожностями. Примерно год они вот так вот и переписывались. Дэвид постоянно подозревал, что у Эндрю кто-то есть, а тот в ответ заявлял, что и не обещает Дэвиду верности. Он продолжал придерживаться своей стратегии, постоянно напускал туман, старался казаться загадочным и значительным. Это было легко. На тот момент Дэвид считался неопытным геем. В тусовке почти не вращался и не знал, что придумывать себе биографию – это здесь норма. Поэтому воспринимал все истории за чистую монету. Дэвид был простым, хорошим и честным парнем. Он полюбил человека, раскрылся ему полностью и ждал, что тот поступит так же в ответ. А Эндрю просто не мог ему открыться. Он врал всю свою жизнь. Больше того, он эту жизнь строил вокруг своих фантазий. Он надел так много масок и придумал так много легенд. Если от всего этого взять и отказаться, то что останется? Какой Эндрю в реальности? Мальчик, когда-то поддававший большие надежды, стал наркоманом, наркоторговцем, сутенером и проституткой. Вот и вся его реальность. Как в таком можно было признаться? Так прошла первая половина 1996 года. Эндрю разрывался, торгуя наркотиками с Джеффом, запудривая мозги Дэвиду и катаясь по Франции со своим состоятельным старичком. Долго так продолжаться не могло, но все равно крах оказался резким и внезапным. Все началось с того, что Эндрю захотел себе новенький Мерседес. Однако его богатый папик отказался делать такой подарок. Эндрю закатил истерику, кричал, что он не какая-то там дешевка, что он достоин ездить только на Мерседесе, и ушел, хлопнув дверью, но оставив старичку телефон для связи. И сел ждать, когда тот прибежит к своему молодому возлюбленному, согласный на все. Однако старичок не прибежал. Казалось бы, ну ты совсем поехавший, что ли? Ты и так живешь на всем готовом. На кой черт тебе понадобился Мерседес, да еще и так срочно? А Мерседес был нужен потому, что Эндрю уже пообещал своему возлюбленному Дэвиду покатать его на этом Мерседесе и отпраздновать День независимости. Без машины Эндрю побоялся выглядеть лохом и встречу отменил. Но для Дэвида это стало последней каплей. Он окончательно решил, что Эндрю постоянно врет, потому что его не уважает, а значит и отношения с ним бесперспективны, и надо их прекращать. Так Эндрю потерял сразу двух своих мужчин, и любимого, и того, за чей счет жил. Даже бывший офицер Джефф решил взяться за ум. Он ушел из наркобизнеса и устроился менеджером по продажам газовых баллонов. А Эндрю был вынужден вернуться в родной Сан-Диего. Для этого ему пришлось продать свой единственный актив – автомобиль Infiniti. Оставшиеся деньги он быстро потратил на наркотики, а затем принялся залезать за лимиты по всем своим кредиткам. Друзья так описывали Эндрю образца конца 1996 года. Он делался то буйно-шумным, то мрачно-молчаливым, то декларировал что-то, то просил оставить его в покое. И все эти перемены случались с ним моментально. Он выглядел каким-то потерянным и одновременно издерганным, короче, как торчок. Вообще, любимый Эндрю метамфетамин – это такая дрянь, при регулярном употреблении которой человек неделями не спит и не ест. Чтобы скрывать от окружающих, что он под кайфом, Эндрю научился с силой заставлять себя есть. А теперь без денег на вещества эта привычка неожиданно вылезла ему боком. Несмотря на длительный химический марафон, Эндрю резко растолстел. И это прям проблема. В мире геев принято быть красивым. Можно, конечно, быть и некрасивым, но тогда обязательно надо быть богатым. Если же ты не бедный и стрёмный, то ты какой-то несерьезный гей. И Эндрю меньше чем за пару месяцев рухнул именно в это состояние. Он начал резко менять свой образ, стал носить свободные одежды, скрывающие полноту, побрился наголо. На рождественских каникулах 96-го года в Сан-Диего он то вел себя неправдоподобно тихо, то вдруг моментально взрывался и превращался в прежнего маниакально-искрометного Эндрю. Эти перепады настроения были связаны не только с личными проблемами, но и с тем, что кроме кокса и мета, он стал употреблять еще морфин с димеролом. Но не для кайфа, а чтобы банально поспать. Спать ему действительно удавалось лучше, но психику этот компот из веществ явно не улучшил. И вот перед нами человек неопрятный, стрёмный торчок, без денег, без работы, без малейшего понимания, как жить дальше с неуравновешенной истеричной психикой. Именно он скоро убьет знаменитого на весь мир
мир Джанни Версачи и еще много кого. О причинах, которые побудили Эндрю убивать, спорят до сих пор. Одни говорят, что он сделал это потому, что родился маньяком, а другие считают, что на путь преступления его толкнула неразделенная любовь и тяжелый кризис. Однако существует простое и очевидное объяснение произошедшего. Эндрю находился в многомесячном наркотическом марафоне. В таком состоянии личность рассыпается на осколки, а человек начинает совершать такие вещи, которые потом сам не вспомнить, ни тем более объяснить не может. Внимание, вопрос. Какой самый очевидный символ статуса приходит в голову? Конечно же, часы. Уже лет 100 это не просто прибор, чтобы узнавать время, а модный аксессуар, который отражает индивидуальность. Мастерская Patina Watch Studio создает уникальные часы в единственном экземпляре на базе швейцарских механизмов. Это классная возможность получить швейцарские часы с индивидуальным дизайном. Вторых таких не будет ни у кого. Хотите получить тикающее произведение искусства? Переходите по ссылке в описании и посмотрите, как дотошно мастера подходят к созданию своих творений. А если вы подпишетесь на телеграм-канал студии, то получите 30% скидки на первый заказ часов из каталога. Доставка по всему миру. В конце апреля 1997 года все кредитные карточки Эндрю оказались закрыты. Долги по ним превышали $40 тысяч. У него еще оставались некоторые ценные вещи. У Эндрю уже много лет была привычка немножко подворовывать у своих богатых партнеров. Так что теперь скопился небольшой запас дорогих ручек, колец, часов и запонок. Всего этого хватило на авиабилет и прощальный ужин для друзей в Сан-Диего. 25 апреля Эндрю зачем-то прилетел в Миннеаполис. С собой у него была лишь черная спортивная сумка, в которую он упаковал наручники, видеокассеты с порно и 5 ампул запрещенного стероида. В Миннеаполисе его никто не ждал. Там обитали два его бывших бойфренда, но и у Дэвида, и у Джеффа появились новые отношения. Оба они видеть Эндрю совершенно не хотели, но оба не могли ему прямо об этом сказать. С Дэвидом Эндрю мастерски играл на чувстве ответственности, а Джефф, судя по всему, был должен Эндрю денег за их наркотические дела. Или, может быть, за медицинские стероиды. Экс-офицер Джефф нашел повод уехать на выходные из города и не встречался с бывшим. Так что встречал гостя Дэвид. Он также собирался быстро уйти, но Эндрю взял его в оборот, подарил золотые часы Cartier, опять что-то наплел, и в результате они провели вместе почти все выходные в квартире Дэвида. Затем в воскресенье вечером вернулся Джефф. Он с Эндрю созвонились и договорились встретиться. Джефф сказал своему бойфренду, что встреча продлится недолго, и обещал скоро вернуться, но так и не вернулся. Позднее один из соседей вспомнил, что в тот момент, когда Джефф приехал на квартиру Дэвида, послышался чей-то крик: «Эй, вали нах отсюда!» Потом хлопок двери, глухие шлепки в течение 30-50 секунд, а потом шум воды из крана. Именно так со стороны выглядела картина убийства Джеффа. Полицейские эксперты потом восстанавливали всю картину. Сначала Эндрю ударил гостя молотком по голове, а когда тот осел на пол, то продолжал бить. В общей сложности он нанес 27 ударов. Тут есть загвоздка. Реальных свидетелей у этой сцены не осталось. Все трое участников погибли за очень короткое время. То есть у кого-то есть версия, что реальным убийцей мог быть не Эндрю, а Дэвид. Но, честно говоря, мне трудно представить, что этот тихий, уравновешенный архитектор мог внезапно настолько озвереть, чтобы яростно бить молотком уже раскуроченный в мясо труп. Возможно, Дэвида в квартире тогда вообще не было, и он выгуливал собаку. Как бы там ни было, с того момента никого из них больше не видели в живых. Во вторник и на работе Джеффа, и на работе Дэвида озаботились пропажей сотрудников. В полдень коллеги Дэвида приехали к нему домой, долго стучали в дверь, слышали там какие-то шорохи и скулёж собаки. Но им так никто и не открыл. Тогда они обратились в полицию, но полицейские приехали не сразу и долго не соглашались взламывать дверь. Полицейских можно понять. Во второй половине 90-х они работали под очень серьезным общественным давлением. Начальство требовало от своих подчиненных соблюдения всех протоколов и сбора железобетонных доказательств, чтобы ни один ушлый адвокат в суде не мог развалить обвинение. А взламывать дверь в чужую квартиру можно было бы только с ордером, либо при явных признаках преступления. Ни того, ни другого у полиции не было. Поэтому они почти сутки не пытались проникнуть в квартиру. То стояли около нее, то
то уходили, то потом снова возвращались. За это время Эндрю и Дэвид, если они все еще находились внутри, сумели незаметно ее покинуть, сесть в красный джип и уехать из города куда-то на север. Но даже когда полиция вошла в квартиру и увидела заляпанные кровью стены и лежащий на полу труп мужчины, завернутый в ковер, то и тогда она не стала ничего делать. В смысле, не развернула ковер и не установила личность убитого. А зачем? Полицейским казалось очевидным, что тут произошло. У геев было свидание, они поссорились, и гость убил Мэнсона. А разворачивать его без экспертов не стоит, вдруг будут уничтожены какие-нибудь важные улики. Они сообщили всем о гибели Дэвида и стали ждать, пока труп увезут в морг, и там с ним поработают специалисты. Полицейские были так уверены, что уже разобрались в произошедшем, что разрешили подруге Дэвида прибраться в его квартире. То есть, прикиньте, в попытке сохранить как можно большее количество улик, полицейские наоборот позволили их всех уничтожить. Только поздно вечером в морге выяснилось, что убит не хозяин квартиры Дэвид Мэнсон, некто Джефф Трейл. В заднем кармане джипа нашелся кошелек с документами. Внезапно оказавшееся таким простым дело резко стало очень сложным. Никто не мог понять, кто это вообще такой и как он тут оказался. На автоответчике Джеффа они нашли несколько сообщений от какого-то Эндрю. Стало быть, в этой истории было 3 человека. Кто же убил Джеффа, Дэвид или этот Эндрю? Ответить на этот вопрос помогли бы отпечатки пальцев в квартире Мэнсона, но их уже успели все стереть. До конца рабочей недели расследование не продвинулось ни на сантиметр. Утром в субботу 3 мая 1997 года рыбаки нашли труп в озере Раш, в часе езды от Миннеаполиса. Он был убит 3 выстрелами. Скорее всего, его застали врасплох. После убийства тело стащили по склону вниз. Документов в карманах трупа не было, только ключи и брелок для бесконтактного открывания дверей от джипа. Самой машины на месте не было, но на траве остался полукруг автомобильных следов от разворота. Полицейские на опыте определили, что труп свежий, не более 36 часов после убийства. Пистолет долго искали на дне озера, но не нашли. А потом обратились к журналистам с просьбой распространить описание убитого, в надежде, что кто-то из телезрителей его опознает. Но раньше всех труп опознали полицейские из Миннеаполиса. Это был пропавший архитектор Дэвид Мэнсон, а значит, подозреваемый у них остался только один – Эндрю. В то субботнее утро, когда на озере Раш нашли тело убитого Дэвида, Эндрю Кьюненен, преодолев за ночь 700 километров, подъезжал к Чикаго. В воскресенье, 4 мая, некая Мэрилин Миглин вернулась из Канады с презентацией собственной линии косметики и парфюма. Ее муж, 75-летний Ли Миглин, король местного рынка недвижимости, должен был встречать супругу в аэропорту, но там не появился. Мэрилин доехала до дома сама, зашла, а через несколько минут перепуганная прибежала к соседям и попросила вызвать полицию, ибо в доме была жуткая и очень странная картина. На письменном столе в библиотеке лежал здоровый окорок с воткнутым ножом. В ванной явно кто-то смывал кровь. В гараже не было темно-зеленого Лексуса, зато был труп хозяина. Убийство Ли Лигнина было чудовищно жестоким, самым жестоким из всех злодеяний Эндрю. Пожилой человек был найден лежащим на спине. Поблизости валялись порнографические журналы для геев. Молния на джинсах Миглина была расстегнута, часть зубов слева отсутствовала, но явных признаков сексуального насилия не было. Миглин получил множество колото-резанных ран в шею и несколько проникающих ударов в грудь, 2 из которых достигли сердца. После смерти убийца застегнул на трупе рубашку. Все удары были нанесены 2 предметами: садовым сучкорезом, найденным в мусорном баке, либо отверткой, которую позже обнаружат окровавленный в угнанном Лексусе. Ноги Миглина были прочно связаны оранжевым шнуром, в рот вставлен кляп. На голове Миглина насчитали по 30 следов от удара. Кровь из этих ран медленно просачивалась через множество слоев малярного скотча, которым была плотно обмотана голова жертвы. Просвет был оставлен только для ноздрей. Гематомы на трупе не образуются, значит, побои на голове Миглин получал, пока был жив. Напоследок убийца перепилил Миглину горло, чуть не отрезав голову. Потом он швырнул Миглину на грудь 2 мешка цемента, переломав все ребра. Ну и в самом конце прикрыл труп пластиковыми мусорными пакетами, а сверху оберточной бумагой. Так вот, подарок. А потом пошел в дом, принес из холодильника окорок и перекусил в библиотеке. Как вы уже, наверное, поняли, про убийство Ли Лиглина я рассказываю только потому, что его тоже совершил Эндрю. Как он оказался тут?
Вероятно, они были раньше знакомы, потому что Эндрю говорил своим знакомым, что знает богатого мужчину из Чикаго, большого воротилы в сфере недвижимости. Описание короткое, но подходит. 3 дня полиция не знала, кто стоит за нападением. Самой перспективной считалась версия мафиозных разборок и заказного убийства. Чикагские репортеры осаждали особняк Миглинов круглосуточно, а потом неподалеку был найден красный джип. Машину пробили по базе и вытащили счастливый билет. Оказалось, что она принадлежала Дэвиду Мэнсону, пропавшему в Миннеаполисе. Так убийство в Чикаго оказалось связано с 2 другими. История Эндрю Кьюненена принимала сенсационный оборот. Банальная разборка 2 ноунейм геев вдруг, как из катапульты, отправилась на орбиту туда, где вращаются скандалы из мира богатых и знаменитых. А главное, новый эпизод полностью менял работу правоохранительной системы. Получалось, что убийца проехал по 3 штатам, то есть вышел на федеральный уровень, и дело перешло в ФБР. После этого обычное полицейское расследование переросло в общенациональную охоту на находящегося в федеральном розыске особо опасного преступника. Сначала охотникам повезло. В Лексусе Ли Миглина был сотовый телефон, который Эндрю сразу включил, попытался по нему позвонить, но не смог, так как не знал пин-код. Так он с ним ездил и ездил, периодически вновь и вновь совершая звонок. По этим попыткам ФБР установило, что Эндрю направляется в Нью-Йорк. Но за этой крупной удачей сразу последовали проблемы. У полиции не было отпечатков Эндрю, ведь он никогда раньше не задерживался. У них не было его недавних фотографий, были другие, но настолько разные, что даже знакомые Эндрю вряд ли бы по ним смогли бы его опознать, ведь сейчас он потолстел и сильно изменился. Но это все фигня по сравнению с другим обстоятельством. Журналисты уже прознали про серию смертей и радостно пугали зрителей сюжетами о свернувшемся гее, который катается по стране и убивает всех подряд. Эндрю попал в криминальную передачу телеканала Fox «Их разыскивают в Америке» и сразу стал сенсацией. А так как разными эпизодами преступлений занимались разные полицейские подразделения, пресса утекала все, что становилось известно копам, в том числе и то, что преступника отслеживают по сотовому телефону. Просто кринж года. Разумеется, Эндрю услышал это по радио и попытался избавиться от слежки, но это был встроенный телефон, его нельзя было просто взять и выкинуть в окно. Поэтому Эндрю несколько раз ударил его ножом, изрезал всю обшивку, но телефон продолжал работать. Тогда он понял, что машину надо менять. И так косвенно недобросовестные журналисты стали причиной еще одного убийства. Эндрю приехал в Нью-Джерси. Там он свернул на грунтовую дорогу, ведущую к уединенному кладбищу. Никого, кроме сторожа, там не было, а скоро не стало и сторожа. Вечером 9 мая туда приехала его обеспокоенная жена. Мужа она не нашла, как и не нашла и семейный красный пикап. Зато неожиданно для себя обнаружила темно-зеленый Lexus. Женщина заподозрила что-то неладное и вызвала полицию. Полицейские нашли труп в подвале. Эндрю выстрелил ему в затылок, забрал машину и уехал. У ФБР прибавился труп, и пропала возможность отслеживать передвижение убийцы. Они предположили, что он не изменил своим планам и движется в Нью-Йорк, но на самом деле Эндрю всех обманул. Он за 2 суток проехал 1800 километров и оказался в Майами-Бич. А чтоб его не тормозили патрульные, то на одной из заправок незаметно скрутил номера у другой машины и прикрутил к своей. Тут ему повезло, владелец тачки решил, что номер сам отвалился, поэтому не стал заявлять о пропаже в полицию. Но вопрос все равно остается, почему Эндрю поехал на юг? Ведь разумнее действительно было вернуться в Нью-Йорк и там затеряться. Сам Эндрю никаких объяснений не оставил, но у нас есть объяснение другого похожего персонажа, который однажды проделал точно такой же путь по США. Сначала с запада на восток, а потом далеко на юг. И это был Тед Банди, самый знаменитый серийный убийца США. Для него это тоже было кровавое путешествие в один конец. Так вот, Тед объяснил выбор маршрута очень просто. Ему захотелось увидеть море. Никаких других сложных мотивов не было. Эндрю, наверное, тоже хотел напоследок увидеть море. А кроме того, в Майами была одна из самых больших гей-тусовок в стране. Будто Эндрю стремился вернуться в мир, который он хорошо знал. Во всех машинах, которые бросал Эндрю, полицейские находили множество газет и журналов. Эндрю жадно читает все публикации о себе. 12 мая в его любимом журнале Vanity Fair рядом со статьей о серийном убийце Эндрю Кьюненене был напечатан репортаж о знаменитом модельере Джанни Версаче с многочисленными фотографиями из его шикарного особняка на южном берегу Майами-Бич. Возможно, это совпадение и стало роковым. Отношения между Кьюнененом и Версаче самая загадочная часть этой истории. Семья Версаче сразу заявила и до сих пор утверждает, что никаких отношений между ними не было, и они даже никогда не встречались.
Однако одна встреча точно была, и я об этом уже рассказывал. Может, были и другие. У Джанни Версаче был многолетний партнер, они оба были людьми уже не молодыми и часто добавляли огня в секс, приглашая к себе в постель третьего какого-нибудь красивого мальчика. Бывал ли таким мальчиком Эндрю? Теоретически мог, потому что Джанни как раз таких вот темненьких и предпочитал, но практически это не доказано. А если что-то такое и было, то Джанни его вряд ли бы запомнил среди всех своих мальчиков. Еще известно, что отношение Кьюненена к Версаче менялось на протяжении жизни. После знакомства он был от него в полном восторге, а последние месяцы, наоборот, отзывался о модельере очень грубо и очень часто. Некоторые знакомые отмечали, что Эндрю на Версаче словно зациклился. Если никаких отношений между Эндрю и Джанни действительно не было, можно ли тогда объяснить такую перемену во взглядах? Можно. При первой встрече Эндрю пришел от Версаче в восторг, потому что модельер выражал именно тот жизненный успех, к которому Эндрю всегда стремился. Богатый, знаменитый, всеми обожаемый гей, ведущий богемный образ жизни. Именно так выглядел жизненный идеал Эндрю. Позднее отзывы стали негативные, и на это тоже была причина. Эндрю считал себя человеком с безупречным вкусом. Он действительно очень неплохо разбирался в архитектуре, дизайне, одежде, знал их историю. А Джанни Версаче был дизайнером-модельером очень специфичным, и ему принадлежала такая фраза: «Я не верю в хороший вкус». Джанни Версаче родился в небольшом городе, где у его матери было ателье. Джанни начал помогать ей, а позднее переехал в Милан. Там в 1978 году он вдруг презентовал свою коллекцию женской одежды, открыл бутик на самой престижной улице Милана и создал модный дом имени себя. В следующие 10 лет его бизнес стремительно взлетел, и Версаче стал одним из самых популярных модельеров мира, а может быть и первым по-настоящему популярным модельером. Он действовал очень расчетливо. В 80-е и в начале 90-х в мире появилось много новых денег. Сначала сильно поднялась экономика азиатских тигров, которая породила множество миллионеров в Японии, Корее, Гонконге и Тайване. Потом рухнула Берлинская стена, и из Восточной Европы потянулись тысячи внезапно разбогатевших, коротко стриженных парней с сбитыми костяшками на кулаках. А из Южной Америки плыли на личных яхтах в Европу ребята с пачками долларов, испачканных в белом порошке. Все эти люди жаждали быть принятыми в высшее мировое общество. Они хотели жить и одеваться так, как старая европейская аристократия. У них уже были деньги, чтобы закупаться в лучших магазинах, но еще не было вкуса, чтобы выбирать там правильные вещи. И тут появляется Джанни Версаче и как бы говорит всем этим людям: ребята, не надо стараться одеваться как старики-европейцы, давайте я лучше одену вас так, как вам понравится. Пышно, ярко и дорого. Так появляется его стиль, смесь кичливой роскоши и агрессивной сексуальности. Вот откуда в России появились малиновые пиджаки, ставшие символом 90-х. Да, из коллекции Versace 92 года. Ага, вот эта самая странная херня, над которой принято смеяться из-за безвкусицы, на самом деле было последним писком итальянской моды. Кроме того, Versace ввел в моду чулки в крупную сетку. И вообще никогда не скрывал, что при разработке женской одежды ориентируется на итальянских проституток. Модные критики, конечно, были в ярости. Один из них писал: Версаче возвел вульгарность в ранг закона. Все эти попугайские цвета и барочные принты, все эти псевдоантичные мотивы, все это дурно пахло новыми деньгами, а ему нравилось в них купаться, гордо реять на их мутной волне, швырять их пачками в лицо каждому, кто выскажет хотя бы тень недоумения или недостатка уважения. Джанни и правда было плевать на критику. Он раскручивал себя совсем иначе. Придумал супермоделей как явление. Впервые простые манекенщины стали шоу-звездами. Он заваливал подарками знаменитых певцов и актеров, чтобы они согласились рекламировать одежду и аксессуары Versace. А когда тебя рекламируют мировые кумиры, о мнении критиков можно не волноваться. В 1997 году, накануне своего убийства, Versace закончил приготовление по выходу своей компании на биржу. Планировалось привлечь около $1 миллиарда.
Так что у Эндрю Кьюненена был повод не взлюбить Версаче и без личных размолвок. С точки зрения Эндрю, Версаче был мошенником, обманом захватившим себе такую жизнь, которая должна была бы принадлежать ему. У Кьюненена было много времени об этом подумать. Он 2 месяца жил в Майами-Бич, в нескольких километрах от южного берега, где стоял особняк Версаче. Эндрю даже особо не прятался. Красный пикап стоял перед мотелем, где он остановился. Он ходил по местным клубам и пляжам, где пытался найти себе клиента, чтобы заработать денег. Напомню, этого человека разыскивало ФБР. Его фотографии были чуть ли не в каждой газете. Да, фотки не очень, но неужели его никто так и не узнал? Конечно, узнавали и даже сообщали в полицию, но он всегда успевал уйти раньше. Более того, из дома Ли Миглина он похитил золотую монету и заложил ее в ломбард под своим настоящим именем. Владелец ломбарда, как и положено, передал эту информацию в полиции, но там как-то руки не дошли проверить. Через 2 месяца у Эндрю закончились последние деньги. Он сбежал из мотеля, не заплатив хозяйке. Теперь у него не было ни дома, ни денег. Куда же ему пойти? 15 июля с утра пораньше Эндрю Кьюненен стоял через дорогу от особняка Версаче и видел, как тот возвращается с прогулки. Когда модельер подошел к воротам своей виллы, Эндрю в надвинутой на глаза бейсболке и рюкзаком на правом плече пересек улицу, подошел со спины и сделал 2 выстрела. Полиция приехала очень быстро и даже весьма грамотно оцепила район. То есть, по идее, убийца никуда не мог скрыться, но ему неожиданно повезло. На глаза одного из полицейских попался местный криминальный элемент, который на приказ остановиться бросился бежать. Скорее всего, у парня просто была доза на кармане, но полицейские среагировали как охотничьи собаки и погнали за убегающим. Бегал наркоман быстро, так что поймали его не сразу. А когда поймали, сразу выяснилось, что убийца не он. Задержанный-то был черным, а все свидетели описывали стрелявшего как белого мужчину. Ну и пока туда-сюда, беготня, суматоха, Эндрю спокойно ушел. То, что убийца именно он, стало понятно довольно быстро. Неподалеку нашли красный пикап убитого сторожа. Рядом валялась одежда, в которой видели убийцу, и его рюкзак. Куда делся сам Эндрю, было неизвестно. Серия убийств Кьюненена и до этого была в топе федеральных новостей. Ну а после убийства Джанни Версаче в США словно разорвалась атомная информационная бомба. Сотни телевизионных групп съехались в Майами-Бич, ожидая очередных убийств. Тысячи репортеров добывали любую информацию об Эндрю, заваливая долларами всех, кто с ним встречался хотя бы раз. А полицейских журналисты разве что на улицах не избивали. Их пинали в каждом выпуске и в каждой статье. Да и как их было не пинать? Со дня первого убийства прошло 2,5 месяца. Они не то чтобы не поймали убийцу, но и не смогли защитить от него граждан. И даже не поняли, в чем мотив убийств. Все, что могли сказать полицейские бушующей прессе, это жалобное блеяние, мол, расследование идет, и о его результатах они обязательно сообщат. Но пресса все результаты узнавала одновременно с полицейскими. Например, что Версаче был болен СПИДом. При его жизни это был тщательно оберегаемый секрет, ведь диагноз явно повлиял бы на выход компании на биржу. Но из морга кто-то слил информацию в газеты, и тут же возникала самая распространенная версия убийства. Эндрю застрелил Джанни за то, что тот заразил его ВИЧ. Это было неправдой. Позднее экспертиза тела Эндрю показала, что он не был болен. Однако ошибочная гипотеза широко разошлась по СМИ и до сих пор является одной из самых популярных. Дальше ситуация развивалась так. 19 июля к двухэтажному плавучему дому в Майами подъехал смотритель. Дом стоял пустым, его владелец жил в Лас-Вегасе и появлялся в Майами редко. И когда его не было, за домом присматривал специальный человек. Смотритель поднялся на борт, обнаружил сломанные замки и беспорядок. Понял, что в доме находится кто-то чужой. И тут со 2-го этажа раздался выстрел. Смотритель сумел убежать и вызвал полицию. Полиция, кстати, и раньше подозревала, что Эндрю может скрываться в одном из плавучих домов. Их в Майами было множество, и большинство стояли пустые. Так что к месту происшествия сразу выехала вся королевская рать. Вертолеты, спецназ, снайперы, почти все полицейские Майами и, конечно же, сотни репортеров и тысячи зевак. В дом постоянно звонили, но Эндрю не брал трубку. Тогда решили штурмовать. Дом закидали светошумовыми и слезоточивыми гранатами. Потом туда зашел спецназ в противогазах. В спальне на 2-м этаже они нашли человека, из-за которого вся страна 2,5 месяца стояла на ушах. Заросшая многодневной щетиной голова Эндрю с открытыми глазами покоилась на 2 окровавленных подушках. Он покончил с собой выстрелом в рот. Пистолет, из которого он застрелил 3 человек, так и не выпал из его руки.
На этом история и закончилась. Полицейские с облегчением отчитались, что преступника больше нет. Граждане успокоились, репортеры уехали искать сенсации в другом месте. Но вопросы остались. Почему Эндрю не пытался покинуть город? Чего он ждал в этом доме? Правда ли, что его владелец был связан с Джанни Версаче? Правда ли, что у Версаче были проблемы с итальянской мафией? Это ведь очень странная история. Молодой парень из провинциального городка вдруг приезжает в Милан и открывает там бутик и дом моды. Не мог он в мамином ателье заработать капитал на мировую раскрутку. Откуда же он взял деньги? Может быть, именно мафия дала ему деньги на раскрутку, и именно по ее интересам бил предстоящий выход компании на биржу. И тогда они наняли Эндрю Кьюненена для убийства, пообещав в ответ вывести его из США. Может быть, так и было, а может быть и нет, ибо звучит как откровенная конспирология. Скорее всего, дело действительно в том, что Эндрю просто спятил от наркотиков и разбитой жизни. Увидел статью о Версаче, решил его пристрелить. Потому что, а почему бы и нет? Но истории о психах-одиночках всегда хуже продаются, чем сюжеты о заговорах, мафии и гей-подполье. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Да, сейчас ролики выходят не часто, как хотелось бы, но это временное явление. Очень надеюсь, что совсем скоро мы вернемся к формату 2 видео в месяц. А пока еще раз большое спасибо, что смотрите. Если у вас наблюдаются проблемы с YouTube, то поставьте, пожалуйста, VPN, потому что переходить с YouTube на другие площадки я не буду. От себя рекомендую Durif VPN. Отлично работает, ссылку на него тоже оставлю в описании. А если хотите и можете нас поддержать, то подписывайтесь на Patreon и спонсор. Ссылки есть в описании. Напоминаю, что мы недавно сделали закрытый Telegram, на него тоже обязательно подписывайтесь. Это для нас простой аналог Патреона. Там помимо роликов без рекламы и аудиокниг, я рассказываю о личных историях и делюсь инсайдами. Ну и как обычно говорю спасибо всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Николай Грищенко, Душный Дэн, Водолей, Crazy Cat, Анна Макунина, Денис Романов, Даниил, Нона Шинкаренко, 24 Gnome of Them, Донбассянин в стране басков, разбираем Кремль на брукивку для Львова, секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе и вот эти вот замечательные люди. Еще раз большое всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что через уже еще один ролик будет нормальная локация и вообще работать будет проще. С вами был Руслан. Надеюсь, вам все понравилось. Всем удачи, всем пока.